Вот обеспечение. Если эти же генераторы, моторы, трансформаторы и все мои проекты создать изготовление в больших количествах большой мощности, то акционеры являются собственниками обеспечения валюты. Ничего не будет. Вот подчеркиваю эту фразу красным цветом, чтобы запомнили. Обеспечение валюты. Их ни у кого нет, только у нас. Больше ни у кого в мире нет. Как же их акциодержатели называются? В общем, простые люди должны быть обязаны, не просто должны, потому что другого шанса и варианта, просто у вас нет варианта никакого. Я себя помню, я сам из Советского Союза относительно хорошо помню, как промыли мозги всем нам. Промыли мозги до такой степени, что тем более мы кто? Пытливый ум у всех. Даже любой пример привести. Вот, передача энергии по одному проводу. Это такой самый элементарный пример, да? Все видно. Передача энергии по одному проводу. А нет. Даже смысл слов люди не понимают. Начинают, так как есть пытливый ум, хотят разобраться и делают какие-то изобретения, потом еще появляются люди, которые, я знаю такого-то, он знает того, который может передавать энергию по одному проводу. На самом деле, передача энергии по одному проводу – это и есть переменный ток. Не надо ничего не изобретать нового, потому что уже есть. И это легко. Вот обычный индикатор, обычная розетка, одна фаза будет гореть. И все, вторая фаза нулевая. Это значит, что энергия передается в розетке по одному проводу. Вроде бы понятно, да? Ну как можно зомбировать людей, чтобы они не могли понимать значение слов? А оказывается, все так просто, настолько, особенно в природе. Александр, я тут приготовил вот такие экземпляры, чтобы не было ошибок, да? Допустим, вы сейчас к дате, к 23 числу нужно сделать оснастку, чтобы генератор был уже. Дальше определим, как может быть я прилечу. Еще пока можно летать самолетами, уже полностью готов. Но чтобы не было ошибок, первое, для тех, кто работает с этими перманентными магнитами, то есть постоянный магнит, вот это не один, обязательно должен быть лист стали, а также ферриты, они тоже хрупкие. Должен быть обязательно магнит. Зачем? Это я, опять же, чтобы не было ошибок. Если вот эти же магниты, не один, положить на дерево или на стол, то они могут слететься между собой и, естественно, разобьются на части. И все. Если одного магнита не хватает, и даже он откован, это уже не результат. Хорошего результата не будет.
то есть железо должно быть всегда, и они всегда должны быть на железе. Только потом можно будет вставлять от железа. И феррит также. Теперь, вот я нашел по поводу феррита. Значит, чтобы я сделал из них секретные элементы, кстати, вот это корпорация «Источник энергии» или Source Energy, SE, секретный элемент – это и есть источник, потому что именно он убирает сопротивление. Сокращенное название, можно SE. Значит, вот высоковольтный трансформатор от телевизора. Это хороший мелкозернистый феррит, который предназначен для высоковольтных трансформаторов и прочего. И этот же феррит выпускают в виде стержней. Никакой другой делать нельзя. Есть крупнозернистый феррит, это, который применяется для катушек индуктивности. С него невозможно сделать секретный элемент, потому что там при температуре минус 100 он получается как губка с водой. Ну, поры там мешают. Поэтому нужно вот такой феррит, либо вот такой. И еще важный момент, чтобы никаких, это я в чертеже скажу. И теперь дальше идем. Вот этот металл, я еще подготовлю специальные чертежи там по сборке и по намотке катушек. Значит, вот такие пластины, они собираются в пакет. Затем берется вот такие стержни, они тоже идут стандартные, длиной 2 метра. Это же вставляется вот сюда и стягивается. По технологии потом этот пакет опускается в изоляционный лак, смешанный 50 на 50 с растворителем. Но вам это сейчас не надо. Вам нужно сделать именно ко времени, к нужному моменту оснастку, а потом уже, когда поставим на конвейер, то дальше пойдет еще вот такие вещи. Это сварочный аппарат. Вот качество сварки. Соединение обмоток. Это сначала оснастка, затем вставляются катушки и соединяются их с помощью сварочного аппарата. Опять же, это на будущее. Сейчас вам это не нужно. Просто могу для сварки достаточно 1 секунда. Сварочный аппарат. Это электродуховая сварка. Вот пример. И все. И все. Но сейчас вам это не надо. И третье. Вот, допустим, электролиз. Вот в таких пластинах есть облой. Вот называется вот такое облой. Вот этот облой нужно еще надфилем стирать. Это я о чем? Это если вы сейчас будете делать нарезку на электроэрозионных установках, то у вас появится облой. Вот такой. Его быть не должно, потому что вы не сможете собрать их в пакет.
То есть он не стянется. А что такое пакет? Это единое тело пластин. Это значит пластины спрессованы и затянуты болтами. Потом еще и катушка. Теперь последнее, да, катушки. Катушки наматываются таким образом, чтобы они не было перекоса. Это обязательно виток к витку, виток к витку. Никаких перекосов быть не должно. Вот, например, опять же, Советский Союз, у него были такие полезные вещи, но они это маленькие, это для маленьких таких. А на этот момент времени можно сделать точно такой же ручной, чтобы потом к нему приставить червячный редуктор и мотор, чтобы он медленно мотал. А если медленно, значит у вас будет видно, как эти витки будут складываться. Дальше, когда сборка произойдет, то есть еще вот такие материалы изоляционные. Это стандартные, они имеются на тех же заводах, которые производят и изготавливают электродвигатели. То есть вот этот материал вставляется на него идет обмотка. То есть ничего сложного нет, но не должно быть зацеплений за железо. Контакт проволоки с железом не должно быть нигде. Если это миниатюрные генераторы, что потом тоже понадобится. Такой генератор, вот итальянцы, они его изучают уже 3 года, а повторить не могут. Собрали все полностью, тут как есть, все, не работает. Вставил вот такой элемент, бац, работает. То есть без этих ничего не работает. Потому что здесь получается нет различия. Чтобы эта штука работала, нужно убрать сопротивление. Как? Надо разделить магнитное поле и электрическое поле. Все, сопротивления нет, совсем нет. Как хочешь, так и бери. Вот достаточно мизера. Сила для привода такого генератора в 1000 раз меньше. Даже если тут будет паровоз с ядерным реактором, то этого ядерного топлива нужно в 1000 раз меньше. А если убрать паровоз, будет совсем не нужно. Ни то, ни другое. Вот он мотор. Когда люди что-то рассказывают, они тут же говорят генератор, и вот он что-то дает, как будто он волшебная палочка. Ничего подобного. Здесь все намного проще. Так же, как в природе, так же, как в организме. 2 мотора. Сердце и легкие. Пример. Вот обычный электрический двигатель. Вот он, мотор. Вот мы его включаем в розетку, да? Трехфазную. И он вот вращает. Работает мотор. Далее мы грузим. Генератор – это нагрузка для двигателя. Значит, так как в нем нет сопротивления, то и нагрузка в 100 раз меньше. А выход в 100 раз больше. То есть мотор как работал, он так и работает. Но уже идет электроэнергия. Вытаскиваем из розетки, включаем в генератор. Все. Дальше идет регулятор, который, он же аджастер, автоматически регулирует все. Если нагрузка увеличивается, то он увеличивает мощность на магнитном поле. Тем более, здесь все идет автоматически. Это я что сейчас хочу показать. Промышленное производство этих генераторов будет не на постоянных магнитах, а на электромагнитах. Когда электромагнит, тогда отношение киловатт-мощность будет намного больше.
И он же автомат, который регулирует все. Кроме того, можно еще добавить систему охлаждения. Вот этот, его не видно, да? Генератор, это безроторный, без мотора, без ничего он работает. Но этот мы сейчас не будем. Сейчас нам нужно привлечь то, что надо. Вот этот. А этот проект универсальный. Его можно увеличивать как хочешь. Большую мощность, меньшую. А теперь я хочу показать машину. Это аппарат для намотки катушек для электрогенератора и статора. И почему лучше всего в данном случае видео, чем картинка, потому что вот идем по этапам. Вот он аппарат. Значит, Франческо, include input, start and stop. Yes. То есть вот так это наматывается. Вот от бобины идет. Окей, стоп. Take, бесит. Значит, бобина должна быть расположена именно оси, параллельно оси. Смолка. Если это для генератора, тогда две бобины, потому что все обмотки для генератора будут идти двумя проводами. Это я покажу отдельно. Но мне сейчас важно вот этот аппарат, потому что это аппарат старого образца, и он работает лучше, чем новый. Грации. Вам... стоп. Name. Bobinatrice dell'EPA. Dell'EPA. Name company Dell'EPA. Yes. В общем, Dell'EPA называется Dell'EPA. Теперь, вот такую машину нужно не просто, чтобы она... Ее нужно купить. И вот она. Это Black... О, Dell'EPA. Грация. А вот еще я его специально вытащил. Но это тоже аппарат. Он универсальный, он и ручной, и автомат. Это для проведения экспериментов и опытов. По сути, то же самое. Сначала руками наматывают одну катушку, потом пробуют, подходит, не подходит. Потом уже включают моторчик. Dell'EPA, вот она, Dell'EPA. Окей, грация. Теперь, в чем статора мотора, но? No. Aspetta, TCS. Теперь самый важный момент. В современной индустрии все моторы, генераторы, они все убыточные. Поэтому я хочу вот показать, в чем разница. Так, как же показать? Допустим, это статор, вот он, статор. И здесь по технологии, которая принята во всем мире, нет магнитного поля, потому что оно размытое. Размытое, потому что есть такие токи Фуко. Если обмотка, даже это на YouTube есть, вот такая медная пластина, которую опускают между магнитов, и она быстро падает. А если пластина цельная, то она тормозит между магнитов. Что это значит? Что это в ней есть магнитное поле. А если его нет, тогда получается вот такая система. Вот сменные для катушек. Катушка получается широкая, а для генератора она должна быть узкая. А для электродвигателя широкая, но пропорционально полюса статора.
Я думаю, что это понятно. Мне сейчас важен тот сам механизм. Дальше я расскажу, как это сделать. Идем вот по порядку. То есть вот таких статоров не должно быть. Вот в данном случае этот статор, он предназначен не как электродвигатель, а как магнитный механизм для снятия пыли на конвейере. Хорошо, нормально. Но для двигателя это не подходит. Ну, в принципе, все.